Безжалостный случай. В ответ на непрестанные просьбы, на отчаянные мольбы, медикам пришлось прописать мне уколы морфина и других болеутоляющих средств, чтобы хоть этой перчаткой смягчить когти, которыми день и ночь раздирала меня жестокая болезнь. Чудовищная невралгия тройничного нерва. А я вливал в себя ядов не меньше, чем митридат. Как еще приглушить разряды этой вольтовой дуги, этой наэлектризованной катушки, сводившей щеку жгучей, до кости пробирающей боль? Казалось, силы исчерпаны. Пытка превзошла все. Но раз за разом накатывали новые муки, новые страдания, новые слезы. В стонах, в безутешной тоске уже не было ничего, кроме бесчисленных вариаций единственной и невыносимой мудрости. Нет утешения сердцу человека. И тогда я простился с врачами. На меня обрушилось новое несчастье. Гемиплегия, давно подстерегавший паралич, свалила меня с коня. Я не проклинал судьбу. Проклятия перегорели, потеряв смысл. В моем положении они бы звучали едва ли не благодарностью. Так благодарит жизнь счастливец, которого она с неизменной щедростью балует неисчерпаемыми дарами. В эти первые ночи со мной был только ужас. Немеренные мили ужаса, отчаяния, воспоминаний. Нет-нет, все воспоминания в прошлом. Не надо слез ни по себе, ни... Странное это было состояние. Полусон, полуявь, полусмерть, полужизнь. Тело то наливалось свинцом, то не чувствовалось вовсе. Жила одна голова. Кажется, так проходили дни. Да-да, даже руки, сначала сохранявшие способность двигаться, вскоре, как ни странно, сами собой легли на землю. Казалось, весь мир покинул эту голову. Она одна осталась невредимой, питаясь, как растение, соками земли. Но покоя не было и ей. Судя по тому, что я чувствую внутри, где-то под сердцем обосновался муравейник. Это развлекает, но хочется уже сдвинуться с места. А как двигаться, если ты прах? Его дело лежать и ждать. Ждать, когда наступит рассвет или закат, когда нахлынут новые впечатления. Странно.
Силы жизни размывают тело. Скоро уже ни один анатом не обнаружит в этой квашне ничего, кроме почвы, прорытых галерей и кропотливого труда обустраивающихся насекомых. А сознание все еще теплится в мозгу. Должно быть, моя голова питалась землей напрямую, как растение. А тело даже чувствовало какое-то тепло, какое-то удовольствие от того, что превращается в почву, понемногу тает в ней. Но что это? Все вдруг меняется. Кажется, еще секунду назад голова едва ли не радовалась, перевоплощаясь в луковицу, картофелину, клубень, а теперь ее охватывает страх. Страх, что кто-нибудь из палеонтологов, проводящих жизнь, вынюхивая смерть, невзначай натолкнется на нее. Или пристрастные историки, еще одни работники похоронных служб, сбегающиеся на любое погребение, ненароком увидят, как моя голова превращается в растительность. Какая тоска! Стать почти землей, так и не потеряв надежду двигаться и любить. Пытаясь пошевелиться, я чувствую, что слился, сросся с почвой. Я покоюсь в ней, а скоро буду полным покойником. Что за странное растение теперь моя голова? Вряд ли кто-нибудь не заметит подобной диковины. Затоптанную монету в 2 сентава и ту, смотришь, находят. Но, видимо, переход еще не закончился. Мучительно хотелось курить. В голову закрадывались странные мысли. Превратиться бы в табачный куст и не думать больше о сигаретах. Неудержимый порыв сдвинуться с места уступил место желанию не шевелиться. Так и жить этой щедрой, заботливой землей. Да, я превращаюсь в растительность, но не чувствую этого, как чувствовали бы всем своим неподвижным, обособленным существом сами растения. Их любовная страсть на расстоянии, по телеграфу цветочной пыльцы, вряд ли удовлетворит нас с нашей телесной, жаждущей объятий любовью. Впрочем, это вопрос опыта, через него тоже придется пройти. Но смириться со своей участью нелегко. Мы стираем написанное в книге судьбы, пока оно и вправду не сбудется. Как я ненавижу теперь пресловутое генеалогическое древо. Оно слишком напоминает мой несчастный удел – вернуться в мир растений. Дело не в достоинстве и не в привилегиях. Растительная жизнь ничем не хуже животной. Но почему бы, рассуждая логически, не представить родословную человека в виде оленьих рогов? И по внешности, и по сути оно было бы куда вернее. В одиночестве и запустении текли дни с их тоской и скукой. Прошлое измерялось длиной бороды. Я чувствовал, как она растет, как дает себе волю ее роговая, словно у эпидермы или ногтей природы. Утешало одно. Своя выразительность есть не только у людей и зверей, но и у растений. Я вспомнил виденный однажды дуб. Живую струну между землей и небом. Многолистый, стройный. Он был чудесен, как праздничная мачта корабля.
Что? Перестань, прекрати! Человека из-под земли ты уже не спасешь, а растение погубишь. Если ты не из полиции и просто хочешь помочь, не лишай этой жизни. В ней есть своя радость, незлобливость, свое утешение. Ах, вот ты как! Растительный сок или человеческая кровь? Допустим, кровь. Но тогда, стало быть, в периферических клетках отсвечивает хлорофилл. Иначе откуда это ощущение зеленого? Не знаю, не знаю. По-моему, во мне с каждым днем все меньше от человека. Мало-помалу я превращусь в одинокую акацию у старого кладбища. Но как переменчивому и резкому скрипу дверных петель никогда не стать музыкой, так моя суматошность животного, мои стоны вмиг зачатия, увы, не перейдут в молчаливое и безмятежное бытие растений, в их полное достоинство покой. Единственное, что я в силах осознать и о чем сами они ведать не ведают, это их единство с миром. Что мы можем поставить рядом с их невозмутимостью и простодушием, с их затаенным пылом? Разве что предвосхищение красоты, которая рождает в человеке зрелище этой цельности. Ненасытные, непостоянные, непоседливые мы ходим, передвигаемся, мечемся, спешим, в большинстве случаев так и не покидая своей филигранной незримой клетки. Узник, замкнутый в 4 наизусть затверженных, на ощупь изученных стенах, при всей разнице положения не намного отличается от того, кто день за днем бредет по одним и тем же дорогам с грузом одних и тех же забот. Вся человеческая толкотня не стоит обоюдного, пусть и не скрепленного печатью, поцелуя листвы с лучом. Но это отговорки. С каждым часом во мне все больше умирает человек, и смерть наряжает меня в зелень шипов и покровов. И вот теперь поглотившая меня акацию пыльного кладбища у безымянных развалин кем-то сожжена. Прах уравнивает все. Бездушный? Как знать. Если бы желание еще раз проснулось в закваске, готовое опять смешаться с материей, с этими моими останками, до дна опустошенными теперь разочарованием и крахом.